Yugus AM6B+ на канале Технозон с обзором обновления этой легендарной коробки 2021 года, вернее аппаратного обновления. Так что поехали. Ого, друзья, смотрите, есть у меня старенький мой Yugus AM6B, ой, AM6+, да, AM6P. Вот уже хочется говорить постоянно AM6B+, потому, а знаете почему? Потому что AM6 Plus уже больше не будет. То есть сейчас все коробки, которые поставляются от Yugus AM6 это будет AM6B+, и разница у нас всего лишь в модуле Wi-Fi 6 ГГц. Но в данном случае вы можете сказать, а тут нечего обозревать, модуль новый, все, больше нечего. Нет, мы обязаны проверить работоспособность данной коробки во всех вариантах ее использования и, конечно же, разницу в быстродействии с Yugus AM6 классическим, хотя видите, у меня здесь вот такие вот антенки есть кастомные, я вообще ее использовал и как сервер P2P, то есть у меня было даже видео, как я его под сервак, и DLNA сервер он у меня был, то есть я его закидывал куда-то на антресоли и именно эти антенки ставил, потому что он стоял в какой-то тьму таракани и роутер очень плохо достреливал, поэтому я повышал скорость, не скорость, а покрытие Wi-Fi, нет, даже не покрытие, а качество покрытия, да, вот качество покрытия с помощью каких-то кастомных антенн. Мы его уже откладываем, все, сравнивать абсолютно нечего, хотя в тестах, в сравнительных тестах мы вам покажем, что быстродействие абсолютно идентичное, все абсолютно идентичное, кроме одной интересной вещи. Здесь у нас Wi-Fi 6 модуль и Connect у нас составляет больше гигабита. При этом скорость, прирост скорости, сказать, чтобы был сильно большой прирост скорости по Wi-Fi, нет, его и не будет. А знаете почему? Дело в том, что аппаратно у M-Logic есть там определенная вилка, где либо USB 3 у вас работает и порядка 400 мегабит Wi-Fi, либо USB 2 и будет тогда Wi-Fi под гигабит. Но в данном случае многие из вас спросят, зачем же тогда Wi-Fi 6 модуль? Да я вам объясню. Дело в том, что Wi-Fi 6 нужен для использования таких технологий, как BSS Coloring, OFDMA и тому подобного. И это позволит вам уменьшить задержки пакетов, например, при просмотре какого-то онлайн-контента достаточно тяжелого, это теоретически может сказаться на быстродействии. И плюс, если вы работаете в Wi-Fi 6 сети, и у вас все практически устройства Wi-Fi 6, то они не будут мешать друг другу. Конечно же, это огромное преимущество. То есть у нас вы можете подключить большее количество устройств с меньшей задержкой, с большей скоростью. Ну, короче, это все действительно круто. Все интерфейсы на месте, все точно так же. USB 3, USB 2, TF-карты, микрофонный вход, у нас AV-out есть, и есть у нас LAN RJ45 на 1000 мегабит, 2 USB 2.0, HDMI 2.1, SPDIF и разъем питания. Также следует отметить наличие Bluetooth 5, а это может сказаться в положительную сторону для тех, кто использует акустику через Bluetooth. Ну и что я могу еще сказать, что приставочка получилась неплохая, ссылочки в описании под видео, и мне очень сильно понравилось то, что здесь на чистом андроиде GeForce Now у меня работает полноценно со второй кнопкой мыши. То есть не так, как в Android TV прошивках, а вот именно со второй кнопкой мыши. То есть это вам позволит в танках правильно выцеливать, либо вообще просто правильно использовать вторую кнопку мыши при подключении клавиатуры и, конечно же, самой по себе мыши к этому устройству. Благо, количество USB модулей позволяет. Насчет звука все осталось тоже точно так же. Поддержка высокой частоты дискретизации, плюс поддержка USB аудио, поддержка Dolby Digital плюс Atmos, потом Dolby True HD, DTS HD Master Audio. В общем-то, здесь все правильно работает. Насчет Dolby Vision, P4, P5, P8 поддерживают полноценно, P7 один из профилей игнорирует, это либо FEL, либо MIL, я, честно говоря, уже не помню, но в тестах вы дальше увидите. И при этом у него есть некоторые проблемы с обратным переключением из режима Dolby Vision в обыкновенный SDR. Но это тоже такой вариант не всегда и не при всех вариантах использования, не во всех плеерах. Тут нужно выбирать еще правильно плеер. Я проигрываю сейчас все это в Vimeo последней версии, и там вроде бы все нормально работает. Короче, идем к сравнению. Следует еще отметить вот такой вот пульт при поставке. То есть вот такой вот пульт уже абсолютно нового образца, хотя он уже давно идет, но я, дело в том, что свой Yugus AM6 покупал еще с другим старым пультом. Все, ссылки в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. И, конечно же, принимаем участие в розыгрыше ценных призовых подарков. На момент съемки этого видео это GeForce RTX 2060. Ссылочка на условия в описании под видео. Ну и, конечно же, ждем резюме, чтобы понять, стоит обновлять Yugus AM6 на Yugus AM6B+, либо нет. Все, переходим и дальше уже встречаемся в резюме.
Друзья, ну, как мы понимаем, что мы его только включили, это чистый Android, сюда можно накатить и Android TV модуль, то есть ссылочки на это все вы знаете где, в описании под видео можете брать, накатывать все что угодно. Наша с вами задача понять, насколько он отличается от предыдущего, стоит ли переходить с предыдущего на новый, ну и, конечно же, оценить, насколько он работает именно как новая покупка, целесообразность покупки данного ТВ-бокса в 2021 году. Мы видим, что это Yugus AM6, ну, все тот же, допустим, Yugus AM6, ОЗУ 4 гигабайта LPDDR4, и здесь у нас версия Bluetooth 5. Вот это вот отличие, которое очень важно для тех, кто использует через Bluetooth аудиосистемы. Центральный процессор все тот же 2.2, давайте пульт отложим пока, 2.2 ГГц Cortex A73 4 ядра и 2 энергоэффективных Cortex A53. Очень хорошо, что это именно 2.2 версия процессора, значит один из самых мощных на рынке. Именно ТВ-боксов. Mali G52 используется видеоускоритель сеть. Сеть. Мы видим, что здесь скорость связи 1080 мегабит. Это, конечно же, скорость коннекта, это Wi-Fi 6, но я вам скажу так, что рассчитывать на то, что здесь будет больше, чем в Wi-Fi 5 модуле, ну, то есть именно скорость будет выше, не стоит. То есть мы здесь, конечно, можем использовать все прелести Wi-Fi 6 технологий, типа BSS Coloring, типа OFDMA, ну и он, в принципе, будет совместим с Wi-Fi 6 роутерами, и не будут они мешать друг другу с другими устройствами, в общем. Это будет намного все быстрее, будет меньше задержка пакетов, но по скорости здесь у M-Logic есть одна фишка, такая вилка себе, знаете, того, что либо вы делаете мега скоростной Wi-Fi, ну там где-то гигабит, да, и будет у вас USB 2, либо вы делаете USB 3 и Wi-Fi в районе 400 мегабит. Ну как-то так, это физическое ограничение процессора. Ну батарея нас не интересует, Android стоит все тот же 9, ну root права есть, я их просто пока не активировал. По температуре, здесь температура просто нереальная, то есть 38-39 градусов. Из кодеков все есть то же, что и было в старой коробке, в частности VP9.2 для работы YouTube HDR, и он работает. По меню все точно так же, как в Yugus AM6 Plus, ну, совсем все старые наши моменты, давайте пройдемся, конечно, по-быстрому. Сеть, если сравнивать с тем, что было в Yugus AM6 Plus, допустим, в моем предыдущем обзоре, то здесь небо и земля. Например, в данном случае есть регионы Wi-Fi экспериментально, где вы можете расширить, грубо говоря, свои каналы, а в частности, можно поставить United States или China, то есть США или China, где очень большое количество каналов поддерживаемое, максимально большое количество. То есть, установив это дело, если у вас есть Wi-Fi 6 роутер, то вы получите максимальную скорость. Плюс есть имитация Wi-Fi. Это позволяет использовать приложения, которым требуется только Wi-Fi соединение. Например, для загрузки некоторых игр, в частности Asphalt, необходимо Wi-Fi соединение, а вы, если подключены через LAN RJ45 через гигабит, то вот эта опция позволит избежать вот этих вот моментов, что вот нет коннекта. То есть это очень классно. То есть вы включили имитация Wi-Fi, и через LAN будете получать все плюшки ваши. Давайте включим обратно Wi-Fi. В аккаунтах никаких моментов не было, в настройках устройства. В обустройстве мы видим все ту же модель Yugus AM6, это все плюс версия 0.4.2, хотя уже 0.4.1, хотя есть уже 0.4.2. Мне пообещали ее дать, посмотрим чуть попозже. Разрешение экрана, ну смотрите, он поддерживает от 480p до 4К 2К SMPTE. Есть у нас заблокировать размер интерфейса, это для приложений, которые меняют режим экрана, показывает сообщение об изменении режима экрана, кстати, классная тема. Есть глубина цвета, ну в данном случае рекордер мой 8 бит. И есть у нас, видите, профили цветности, а также текущий цветовой режим. Ориентация экрана, есть HDMI цик полностью рабочий, абсолютно, то есть такого, ну, у меня сейчас не подключен, то есть при этом вы можете включать и аудиосистему, и выключать, и управлять все одним пультом, то есть это удобно. А Dolby Vision поддерживается, давайте вот сейчас по Dolby Vision, пока мы будем с вами обсуждать, то есть он поддерживает все профили, вот вы сейчас видите видео, где он проигрывает все профили абсолютно, кроме P7L, то есть он
он его почему-то вывешивался. И есть у него на стоковой прошивке небольшая проблема с переключением в обратный режим. То есть из 7-го профиля он выходит в нормально, из 5-го и 8-го он остается в Dolby Vision, и иногда необходимо просто-напросто переключать вручную обратно в SDR. То есть из SDR в Dolby Vision он заходит нормально, обратно нет. Но Dolby Vision он поддерживает и 4-й, и 5-й, и 8-й, и 7-й, и один из 7-х профилей. Поэтому тут как бы есть такой вариант, но не без моментов, не без каких-то моментов. В разделе хранилища мы видим, что памяти так и осталось, допустим, 32 гигабайта. В разделе USB вы можете выбрать скорость порта USB, смотрите, High Speed или Super Speed. Также вы можете включать или выключать порты в режиме ожидания. В разделе питания есть тихая загрузка, классная опция, которая позволяет запоминать последнее состояние устройства без потери питания, то есть до потери питания, то есть фактически гибернация. Отключить автоматическое включение, тоже удобная штука. Будить от движения, то есть от движения мыши или других устройств. Если вы подвигали мышу раз, там сразу проснулся он, и все отлично. Есть таймер и есть игнорирование воспроизведения видео при перевод, смотрите, при выставлении таймера. Больше тут ничего нет. Есть, конечно же, фирменные настройки Yugus, где есть вариант установки суперпользователя через Magisk, либо просто через SuperSU. Файловый клиент Samba сервер, NFS и CIFS. Я уже неоднократно показывал, как они работают. Теперь настройки воспроизведения. Автофреймрейт. В данном TV-боксе есть все типы автофреймрейта. Есть автофреймрейт через API от Google, есть автофреймрейт по типу AFRD, плюс есть AFR Calc. Вот ссылочка на FR у нас есть в описании под видео. Идите и смотрите, как настраивать автофреймрейт здесь и какой автофреймрейт существует. Информационная панель достаточно прикольная штука, но я не использую. Ну что толку здесь температуру, частоту ЦП, допустим, использовать, да, там загрузка RAM, загрузка ЦП, если, ну, давайте еще аудиорежим мы с вами поиспользуем, время работы, состояние SU, то есть это классная штука, цифровая панель обалденная. Теперь пользовательские скрипты, системные панели. Системные панели можно показывать, можно скрывать. Смотрите, показывать, скрывать. Можно делать положение, то есть положение панели менять. Громкости, например, если мы поставим слева, то у нас положение панели вот при регулировке громкости будет слева. Можем поставить снизу, и будет у нас регулировка громкости вот таким вот образом работать. То есть это удобно. Ну и цвет панели мы тоже можем. Давайте на зеленый изменим. Кстати, интересно, зеленый цвет. Ой, фу, какая мерзость. Давайте на красный. Красный. О, ну это куда ни шло. Заметно. Также у нас есть настройки устройств ввода. Это менеджер кнопок для пультов. Обалденная штука, вы себе не представляете. Можно переназначить, заставить работать абсолютно любой пульт. И Remote Control Buttons. Это для стандартного пульта, в принципе, нормально. И настройка плиток есть. Слушайте, ну вот вообще вот абсолютно стандартная штука. По быстродействию. Давайте попробуем сравнить его по быстродействию с предыдущей моделью. Я думаю, что здесь никаких сюрпризов мы с вами не найдем. Если мы посмотрим на результаты, допустим, в Ice Storm, в Slingshot Extreme, вот, пожалуйста, вы видите и простые результаты, и результаты Yugus M6 Plus без индекса B. То есть по факту у нас получается абсолютно идентичная производительность в игровых возможностях. По тесту процессора, давайте протестим его в Geekbench. Ну и в Geekbench мы получили абсолютно идентичные результаты тестов. Вообще разница практически всего лишь в единицах. То есть, ну, абсолютно, знаете, какой брат-близнец. Ну, давайте доберемся до главного момента. Мы сейчас протестируем с вами в спид-тесте, как он себя ведет. Стартуем. 340, 50, 60, 70. Ну, это неплохо. Очень неплохо. 375 мегабит, а? Показал он 376 на 277 против 347 на 306 у Yugus M6 Plus у простого. Тоже ожидаемо. Как я уже говорил, что Wi-Fi 6 здесь нужен абсолютно для другого. Модуль другой и немножечко по-другому будет работать. По скорости копирования памяти больше 2 гигабайт в секунду. Это отличный показатель. Это такой реально хороший показатель. Скорость чтения с USB 3 128 мегабайт в секунду. Давайте, ну у меня правда сейчас и SSD не самый быстрый, к сожалению. Я сейчас использую, знаете, какой Patriot Flare. Это такая дикая, лютая трэш. Потому что мой SSD-шник отправился немножечко в другое место поработать. Но абсолютно вкладывается в те же самые показатели. Слушайте, брат-близнец, брат-близнец.
По тротлинг-тесту здесь тоже никаких сюрпризов нам не преподнесло. 74 градуса максимальный нагрев — это абсолютно отличная температура. При том, что зачастую в некоторых вариантах использования она даже не будет достигать 70 градусов, потому что это вот максимально при ее производительности, там в 110-165 джипс, это вот неплохо. Это неплохо в плане того, что если сравнивать его, например, с iMlogic S922X на 1.7, то это будет там порядка 80-90 джипс. А здесь 110. Все, ребят, по системщине вообще закончил. Приступаем к тестированию мультимедийных возможностей. Для начала мы проиграем, конечно же, тестовые ролики, а потом поговорим о звуке. Звук здесь заслуживает отдельной темы для разговора. Я даже вернусь к Jellyfish. 400 Mbps через USB 3 с SSD диска. Ну, именно надо, чтобы с SSD было, через стоковый плеер, чтобы мы понимали возможность декодирования мощных файлов. И мы с вами спокойненько получаем декодирование 400 Mbps через USB 3. То есть вы можете смотреть без ограничения с жесткого диска любой фильм любого размера. Это касается также любых 4К тестовых роликов. Они без проблем идут, вы можете спокойно их смотреть. Даже вот где там наши тестовые ролики, вот мы делали там 180 Mbps в H265 кодеке для того, чтобы проверять возможности Blu-ray декодирования. То есть это наш ролик, пожалуйста, он спокойно декодируется и проигрывается. То есть по фильмам жесткого диска здесь вопросов нет. По звуку. Смотрите, я вам сейчас расскажу одну вещь. Дело в том, что если мы пойдем в настройки и пойдем в настройки звука, то здесь мы увидим расширенные возможности. С учетом того, что мы уже не раз показывали, данная приставка в режиме Pass-Through позволяет пробрасывать и Dolby Digital, и DTS, и DTS HD Master Audio, и Dolby True HD. Все это работает абсолютно идеально. При этом смотрите, что мы здесь имеем. У нас показывает сообщение об изменении аудиоформата на выходе HDMI. Вот, пожалуйста, у нас есть звук по HDMI вывод на SPDIF. Теперь у нас есть поддержка USB CAP. То есть данная приставка поддерживает USB CAP, поддерживает микрофоны, и вы можете использовать микрофоны, которые подключаете через USB. Плюс у нас есть звук низкого разрешения. Здесь есть поддержка микширования в 48 кГц, ну, либо всегда разрешать, мы можем выбрать всегда разрешать. Также у нас есть звук высокого разрешения, это значит, что частоты дискретизации выше 48 кГц, так как аудио-видео выход не поддерживает этот звук, SPDIF поддерживает, поддержка через HDMI может быть обнаружена автоматически. То есть здесь фактически просто управление вывода звука высокой частоты дискретизации. Есть поддержка многоканального PCM, если HDMI поддерживает. Уровень громкости каналов PCM. Можно управлять уровнями громкости каналов PCM. И есть вопросы разрешить сквозной звук для аппаратного аудиодекодера. Работает только Dolby Digital плюс Atmos, ядро DTS. Но также он поддерживает и DTS HD, DTS HD Hi-Res. То есть здесь по звуку абсолютно все нормально. По YouTube, давайте мы сейчас запустим YouTube. Я запущу любой ролик, проигрывает он абсолютно любой максимально крутой, ролик, который я снимал, он спокойно их выдает. Но сейчас он показывает VP9 в 4К 60 FPS. Вот вам, пожалуйста, видосик, где он показывает это все дело в 4К VP9.2 с поддержкой HDR через YouTube TV. То есть не вопрос. Мы тестировали его на наших самых тяжелых роликах. Знаете, на чем лучше всего тестировать ваш ТВ-бокс? На ролике Дикая река, потому что он сделан в каком-то мега сумасшедшем битрейте. То есть вбивайте Дикая река 4К 60 FPS и будет вам счастье. Видели, сколько он берет на Дикую реку? Connection Speed 172 мегабита. То есть этот ролик делал конкретно я, и для 322 мегабита. Для тестов он подходит вообще идеально. Он, во-первых, в HDR, во-вторых, он передает, знаете, как правильность HDR. А если сверху на листве, так еще и можно проверить шим вашего телевизора. Там очень такая частота подобрана, интересно. Слушайте, в принципе, также здесь Yugo сервер, мы уже его когда-то освещали. Это очень крутая штука при подключении к смартфону, но это все не важно. Мы дальше с вами тестируем мультимедийные возможности. Пробуем это все на 4К каналах IPTV. Конечно же, тут вопросов нет. Я вот в режиме реального времени переключаю. Переключается мгновенно. Ну, конечно, с такими модулями Wi-Fi, я думаю, вообще вопросов нет. Я даже здесь не тестировал LAN RJ45, потому что мы его тестировали в оригинальном обзоре. Там 1000 мегабит абсолютно честные. Смотрите, 4К IPTV отрабатывает отлично.
Хорошо, выходим. Знаете, что я еще хочу проверить? Я хочу еще проверить фильмы онлайн через Noom, например, и Matrix. То есть вот, чтобы у нас в паре был Noom с Matrix, сработали какой-нибудь 100-гиговый фильм, и дальше уже мы... О, кстати, обновление, надо обновиться. Пойдем поищем. Вообще, смотрите, в чем фишка. Дело в том, что здесь же еще и работает голосовой поиск. Забыли потестить. Даже на чистом андроиде. Давайте нажмем, во-первых, кнопку голосового поиска. И выбираем Katniss. И выбираем его всегда. Давайте. Аватар 4К. Так, поиск сработал. Давайте посмотрим. А нафига я Аватар 4 сделал? Что-то подпрогнал, да. Ищет он в сторонних приложениях без проблем. Давайте еще раз. Аватар. То есть ищет он в сторонних приложениях без проблем. Голосовой поиск сработал. Аватар сейчас уже ищем. Давайте ждем. Аватар найден. Ох, какой-нибудь большой нужен. Давайте. Большой. Вот он, мой любимый файлик. Добавим и проиграем. Конечно же, с помощью Vimeo Media Player, потому что он поддерживает автофреймрейт. Хотя здесь через iFR Calc лучше всего все это дело реализовать. Скорость загрузки 3.2, 3.3. Ну, давай, раскачаешься, не раскачайся. 3.6, 3.5, 4.8. Да, думаю, хватит. Выбираем Vimeo. Пошло-поехало, ребята, пошло-поехало. Температура, кстати, в таком фильме 49-50 градусов. Ну, это, откровенно говоря, немного. Серьезно говорю, это вообще ни о чем. То есть в обыкновенном варианте использования данный TV-бокс просто идеален. Идеален, вы накатили на него, ну я имею в виду в плане TV-бокса на чистом андроиде. Потому что не всем нравятся Android TV сертификаты. Все проигрывается, пускай проигрывается. Сейчас вернемся через... А вообще знаете что, мы, наверное, помотаем. Люблю проверять TV-боксы при перемотке вот таких вот фильмов. Давайте пробуем. Это чтобы, ой, да ну вообще идеально. Не, ребят, тут вопросов нет. Давайте еще куда-то дальше. Вот без монтажа. Ждем. Буфер пройдет. Сейчас он протормозит. И пошел воспроизводить дальше. Все, отлично, выходим. Больше меня здесь ничего не волнует. Android TV игры проверять не буду, потому что мы на Android TV уже играли 100 раз. Тоже ссылка на обзор игр в описании приложения. Единственное, интересует, насколько в нем работает наш GeForce Now. Потому что для меня это очень важно. Так, загрузили GFN. Давайте посмотрим, что у нас тут в библиотеке игр есть. Так, давайте попробуем Deliver Us to the Moon. Я уже тестировал его раз. Знаете почему? Потому что у меня сейчас подключена клавиатура и мышка, и хочу именно с ними протестить. Хотя советую, конечно же, играть с геймпадом. Именно игры, которые поддерживаются. Зачастую вот этот вот момент второй кнопки мышки бывает там какой-то... Спорный. Хотя я обычно эту вторую кнопку переназначаю на средний клик мыши. И получаю примерно то же самое. Он загрузился. Давайте нажмем Continue. О, работает. О, так подождите. Вторая кнопка мыши работает правильно. То есть в нем сейчас работает вторая кнопка мыши правильно. То есть если вы меня спрашивали, как работает GFN на Yugus AM6 Plus, то на чистом андроиде, то есть она работает абсолютно правильно. Вот так вот. Ой, а куда? Я не туда куда-то. Смотрите, при нажатии на вторую кнопку мыши у меня происходит приближение, удаление. То есть что и должно быть. То есть... По-моему, это даже не приближение удаления, я просто в нее так не играл. Давайте посмотрим в сеттингсах, что это значит. Да, это зум. Все правильно, я так как я и говорил. То есть это по сути зум. А вот это вот уже очень интересно. То есть я по ходу могу волчков задубасить. Слушайте, давайте выйдем из игры. Посмотрим, если у меня доступен сейчас Tomb Raider, то может быть я волчков добью наконец-то. Хотя сильно сомневаюсь. У меня сейчас тестовый аккаунт GFN. Эх, к сожалению, придется ее покупать. Ну да ладно, слушайте, вопрос не в том. Мы, наверное, выпустим отдельно GFN и вообще лучшие приставки для GFN. И уже будем с вами там разбираться, что же, к чему и почему. Все, ребят, выходим, резюмируем. Ну, показали как есть. Все-таки это не полный тест, а всего лишь небольшой сравнительный обзор. Перешли.
В качестве выводов могу сказать, что при покупке первой приставки это действительно хороший вариант, потому что зачастую, покупая приставку в Китае, люди пытаются получить приставку и установить на нее какой-то порт от Югус. Ну зачем, когда есть сам по себе Югус и экономия в $10, она абсолютно нецелесообразна. А я вообще не понимаю людей, которые, например, покупают Minix U22XJ, который стоит дороже на 20 или на $30 и пытаются на него накатить порт Югус, хотя железо здесь поинтересней. И вот получается ситуация такова. Поэтому обновлять Югус AM6 Plus на Югус AM6B Plus не имеет абсолютно никакого смысла. Ну а в качестве покупки первой приставки из Китая именно на мощном процессоре для каких-то фильмов онлайн, для GFN, для каких-то Android TV игр, но не для стриминга. Вот давайте так, не для стриминга, потому что стриминг это требует лицензии каких-то типа DRM L1 плюс HDCP 2.2. Здесь мы ведем разговор совсем о другом контенте, если вы, конечно, понимаете, о каком. И мы его рекомендуем. Это, конечно же, не Nvidia Shield. Nvidia Shield это совсем другого поля ягода. Но, а если нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble, Югус AM6B Plus на канале Технозон. Пока.